Пару лет назад на моем канале вышел обзор отмененной игры Spider-Man Classic. Сиквел Паутины Теней, тимап с Росомахой, антология сражений с лучшими боссами Паучка, ну и вы помните. И на тот момент я был уверен, что рассказал про отмененный проект абсолютно все, ведь информации в интернете довольно мало. И думал я так до тех пор, пока мне не удалось пообщаться с бывшими разработчиками Shaba Games, которые раскрыли новые подробности. И сразу заинтригую вас тем, что после Паутины Теней велась работа сразу над 3 проектами, которые по ошибке смешиваются фанатами в одну отмененную игру. Всем привет, с вами снова Спайди Санта, и вы смотрите историю разработки отмененной игры Spider-Man Classic. Сегодня мы проследим весь нелегкий путь проекта от его первого упоминания в 2004 до перерождения в Spider-Man Shattered Dimensions, а также посмотрим на то, как борьба за франшизу повлияла на судьбу таких студий, как Shaba Games и Евроком. И по традиции, перед началом обзора я выражаю огромную благодарность нашей с вами легенде Гению Карпату, а также разработчикам, которые любезно согласились со мной пообщаться и откопали для этого видео раритетные концепты, а именно Скотту Вернеру и Винсенту Райли. Без этих людей данного видео просто не существовало бы. А мы не задерживаемся и начинаем. История начинается в далеком мае 2004 года. Генеральный директор Activision Рон Дорник дает интервью IGN, в котором он анонсирует 2 игры. Первая — это Человек-паук 3, которую начали разрабатывать на движке Человека-паука 2. А вторая — это таинственная игра, которая охватит 40-летнюю историю комиксов. Эта основанная на комиксах игра не была анонсирована для какой-либо конкретной платформы, и у нее нет окончательного названия. Но представители Activision сказали нам называть ее Spider-Man Classic и ассоциировать ее с платформами Xbox, PlayStation 2 и, возможно, GameCube. Затем в январе 2005 года выходит еще одна статья от IGN, в которой авторы решают пробежаться по всем известным анонсированным проектам на ближайшие годы. И нас интересует пункт Трио Пауков, в котором говорится, что последние 2 игры про Паутиноголового стали хитами. Поэтому Activision взяли на себя обязательство реализовать как минимум еще 3 проекта про Паучка в течение следующих нескольких лет. И этими проектами являются Человек-паук 3, Ultimate Spider-Man и Spider-Man Classic. Дата релиза последней назначена ориентировочно на 2006 год. Известно только то, что нам предстоит играть за традиционного Человека-паука с самодельными веб-шутерами, а действия развернутся на Манхэттене без привязки к фильмам от Sony. Фанаты находятся в полнейшем экстазе от этих прекрасных новостей и начинают терпеливо ждать. К концу подходит 2005 год. Мир получает легендарную Ultimate Spider-Man, но новостей касательно Spider-Man Classic все еще нет. Надежды остаются только на E3 2006, но и там все внимание Activision оказывается сосредоточенным на некстгеновом 3-м Паучке. 2006 год подходит к концу, и про Classic все так же никто и не вспоминает. Дальше мир переживает релиз Человека-паука 3, разработку Red vs. Black, время пролетает незаметно, как на дворе уже август 2008. Вовсю завершается разработка игры Spider-Man Web of Shadows на движке Человека-паука 3, но, к сожалению, эти 2 игры связывает не только один движок. В команде Shaba Games творится точно такой же хаос, как и при разработке 3-го Паучка, если не хуже. Как и положено для такой ситуации, множество персонажей и фич приходится вырезать. И студия настолько не успевает отполировать игру, что издателю отправляется сборка с большим количеством как графических, так и геймплейных багов. Оставшиеся месяцы перед релизом команда тратит на создание патча первого дня и концептирование Паутины Теней 2, несомненно веря в успех текущего проекта. Октябрь 2008. В свет выходит долгожданная Web of Shadows. И знаете что? Продается она крайне слабо, получая неутешительные рецензии. Представители Activision смотрят на все это безумие и принимают еще более безумное решение: не выпускать
полностью готовый патч, который фиксит все те ошибки, из-за которых и существуют низкие продажи. Ведь в 2008 году выпуск патчей на консоли все еще стоит немалых денег. Из-за плохих продаж и рецензий Паутины Теней приходится свернуть и разработку сиквела. И настолько мало команда успела поработать над проектом, что сценаристы даже не успели определиться с тем, какая из концовок WebMe будет использована в качестве отправной точки сиквела. Но у разработчиков все еще остались нереализованные идеи, поэтому они не сдаются и начинают этап концептирования новой игры под рабочим названием Marvel Team Up with Wolverine. Завязка сюжета происходит во время прибытия Паучка в заснеженную локацию, где он находит таинственные обломки Стражи. На том же месте Питер встречает Логана, который, по всей видимости, и разобрал Сентинела на детали. После этой встречи герои отправляются в убежище Росомахи, где окровавленный Логан приходит в себя и объясняет, что началась охота на мутантов. И я думаю, на этом моменте как раз и начинался тот самый тимап с Росомахой. Но основной фишкой этой игры должен был стать второй играбельный персонаж Логан, что дополнительно подтвердил один из разработчиков в личной переписке. И в этом ключе нельзя не вспомнить анимацию совместного добивания от Александра Манрессы, которую я вам уже показывал ранее. Также я считаю необходимым вспомнить демо-анимации из портфолио Джеймса Захари, которые демонстрируют не только еще один вариант совместного добивания, но и непосредственно геймплей от лица Росомахи. И самое интересное, что после самостоятельных акробатических трюков Логана геймплей переключается на Паука, который перебрасывает Росомаху на соседнее здание. И эта анимация наилучшим образом показывает планируемую синергию между героями. А вот с кем герои должны были сражаться, мы можем узнать, проанализировав раритетнейшие концепт-арты от Алессандро Бриглия. Во-первых, в портфолио собраны концепты самих стражей. Здесь мы видим арт классического стража Марк II. На следующих концептах изображен как 3 стража в полный рост, так и различные варианты его головы. И дополнительно в том же портфолио можно найти отрендеренную модель бюста стража Марк II. Во-вторых, в том же портфолио есть целый раздел с концепт-артами Джаггернаута. Тут у нас и обычный арт, где показаны как реалистичная версия персонажа, так и его комиксная вариация, и рендер модели в Т-позе с текстурами и без них. Но помимо прочего, есть еще и финальный вариант, где злодей предстает перед нами во всей своей могущественной красе. И вы верно подметили, ну уж очень похож этот рендер на то, что мы позже увидим в Shattered Dimensions, но не будем забегать вперед. В-третьих, в портфолио можно найти как зарисовки Нимрода, так и его полноценно раскрашенный арт. И судя по внушительным размерам, Нимрод мог стать одним из финальных боссов. Подводя промежуточный итог, можно сказать, что судя по концепт-артам, эта игра по большей степени должна была проходить во вселенной Людей Икс. Стражи, Джаггернаут, Росомаха и, возможно, другие мутанты. И если бы этот проект увидел свет, то фанаты явно бы задались вопросом, а зачем тут вообще нужен Человек-паук? Я уверен, что разработчики делали ставку на взаимодействие между суровым и массивным Росомахой и шутливым, но ловким Человеком-пауком, между которыми можно было переключать геймплей. Так, а что там еще? Массивные роботы, которые в очередной раз разрушают Манхэттен, город в агонии, так ведь мы все это уже видели, и это вряд ли бы удивило геймеров. Об этом подумали и сами представители Activision, поэтому проект дальше этапа концептирования так и не зашел. И примерно в конце 2008 года был отменен. Январь 2009. После провальной Паутины Теней и неудачного тимапа с Росомахой, доверие к студии Shaba Games явно ослабло. Поэтому Activision начинает задумываться о передаче разработки игр по паучьей франшизе другой команде. И в этот момент боссы вспоминают про забытую Spider-Man Classic, которую они анонсировали еще в далеком 2004. И возможно, этот проект мог бы стать спасательным кругом для Shaba Games, если бы не один ожидаемый камень
камень преткновения, о котором и я скажу чуть позже. Именно из-за этого камня Activision дают техническое задание не только Shaba Games, но еще Binox, которые заканчивают разработку монстров против пришельцев, и Евроком, которые недавно закончили портирование Кванта Милосердия на PlayStation 2. Но прежде чем говорить про конкурентов, сперва давайте посмотрим, как с этим челленджем справилась главная героиня сегодняшнего видео. Из вышесказанного становится ясно лишь одно: Shaba Games необходим глоток свежего воздуха. Поэтому в команду приглашают Тодда Паунда для написания дизайн-документа, а новый проект получает рабочее название Spider-Man Versus. В начале диздока Тодд подчеркивает, в чем заключается тот самый свежий глоток воздуха. В Epic Shadows была призвана подчеркнуть наш опыт создания динамичных экстремальных спортивных игр. Однако огромный масштаб открытого мира и сложность сюжета не позволяли нам сосредоточиться на комбинированных боях. Итак, как вы уже поняли, первым шагом по переработке концепции является отказ от открытого мира, двух играбельных персонажей и сложного сюжета. Вместо этого геймплей должен был сосредоточиться на пересказе лучших босс-файтов из 50-летней истории Паучка. По задумке, сначала игроки выбирают злодея. Затем открывается выбор из обложек комиксов, каждый из которых представляет знаменитую встречу с этим злодеем. После этого необходимо выбрать уровень сложности и исторический костюм Человека-паука, каждый из которых содержит свой набор механик. И дальше, наконец, стартует бой. Во время схватки имеется огромный набор задач, выполнение которых щедро поощряется. Сами уровни являются интерактивными, с запоминающимся внешним видом. А после окончания боя игрок видит экран результатов с данными о завершенном уровне. Ну и само собой, одной из главных фишек являлась красочная боевая система, которая, по словам Тодда, была заимствована из Паутины Теней. И после того, как Activision одобряют диздок, тот разбивает его содержимое на простые рабочие листы, которые художники и дизайнеры начинают заполнять. И тут воображение команды разыгралось не на шутку. На первых этапах разработчики вспоминают о тех злодеях, которых хотели включить в предыдущие паучьи проекты. Среди них Крейвен, Сорвиголова, Джек-фонарь и Серебряный Соболь. Все они, по словам Винсента, рассматривались к появлению еще в Паутине Теней, но позже были вырезаны. И из перечисленных персонажей Шаба решают оставить в новом проекте Крейвена и Серебряного Соболя. И сейчас вы видите концепты Крейвена еще со времен разработки Паутины Теней, но я думаю, на данном этапе они были переиспользованы. Концепты Серебряного Соболя у Винсента тоже есть, но он пока что не смог их найти. Также команда планировала включить в Spider-Man Versus доктора Октавиуса, концепты которого в двух вариациях вы видите прямо сейчас, Шокера, о котором я ранее уже упоминал, и Зеленого Гоблина, которого Скотт изобразил на различных моделях глайдера. А то, что эти злодеи планировались к появлению в отмененном проекте, подтвердил сам Скотт Вернер в личной переписке. И теперь, наконец, давайте пробежимся по арту из дизайн-документа. В центре у нас Джаггернаут, концепты которого мы сегодня уже рассматривали. Справа от него расположен кровожадный Крейвен, концепты с которым мы также рассмотрели. Далее идет Черная Кошка, концепт которой, кстати, был сделан еще во времена разработки Паутины Теней. Затем мы видим Карнажа, концепты и пререндеры которого я уже показывал в прошлых роликах. И в конце мы видим робота-охотника, похожего на детище Смайта. Слева от Джаггернаута расположена загадочная фигура, которую ни я, ни мои подписчики так и не смогли опознать. Далее мы видим Гоблина, концепты с которым мы уже рассмотрели. Потом идет Халк и закрывает список злодеев беспощадный Скорпион. И в целом идея с Человеком-пауком Versus понятна. Простенький файтер без сюжета и открытого мира, но с огромным количеством фан-сервиса. Но а как в этот момент обстоят дела у двух других студий? Binox подошли к вопросу с более творческой стороны. В своей версии Classic под рабочим названием Spider-Man Chronicles они решили не просто запихнуть кучу бессмысленных схваток со злодеями, а выстроить
целую мультивселенную. 5 абсолютно разных по визуалу измерений, 5 абсолютно разных по характеру и способностям паучков. Открытый мир все так же отсутствует, но зато есть наброски своей небольшой истории, главным антагонистом которой является Мистерио, щеголяющий в VR-костюме и кошмарящий паучков своими иллюзиями. И если у Шаба и Бинокс имеются достаточно смелые и стойкие идеи, которые студии планируют реализовать в красочной 3D-вселенной, то вот у Евроком идет все гораздо плачевнее. Их версия проекта Spider-Man Classic представляет собой простенький 2,5D платформер, комиксная тематика и антология босс-файтов с лучшими злодеями Паучка, среди которых точно есть Электро, Скорпион и Хамелеон. И примерно в феврале 2009-го все три студии презентуют Activision свои дизайн-документы. И наибольшее внимание боссы корпораций обращают не на общую идею проектов, а на пунктик, связанный с бюджетом. В Activision работают далеко не глупые люди, поэтому они посидели, почесали затылок и поняли, что не хотят наступать дважды на одни и те же грабли. Ну, были выделены немалые деньги на разработку в Apple Shadows. И чё? И где они теперь? Чтоб мы снова выделили вам такие же суммы? Ого, ну уж нет. Подумали боссы Activision, и тем самым камнем преткновения, который я тизерил ранее, стал бюджет. Вот что пишет Винсент по этому поводу. Бинокс получила следующую игру о Человеке-пауке, потому что это была менее дорогая студия, чем Шаба. И у следующей игры был меньше бюджет, чем у Паутины Теней. Какой неожиданный поворот событий, не правда ли? И таким образом Spider-Man vs. от Shaba Games и проект от Евроком выбывают из гонки, и на этом история Spider-Man Classic фактически заканчивается. 24 марта 2009 года в свет выходит игра «Монстры против пришельцев», и студия Binox с головой погружается в полноценную разработку Spider-Man Chronicles, имея у себя на руках доступ ко всем существующим наработкам своих предыдущих конкурентов. А студии Евроком поручают разработку игр по лицензиям ледникового периода и миссии Дарвин. В августе того же года генеральный директор Activision Майк Гриффит проговаривается, что новая игра про Паучка выйдет в 2010 году, а уже через 2 месяца Binox компилирует свой первый игровой билд Chronicles, который позже станет всем известной Shattered Dimensions. Тем временем у Shaba Games не остается существенных проектов, над которыми можно было бы продолжить работу. По словам Винсента, студию перевели на поддержку легендарный DJ Hero, а затем поручили сделать прототип Sync Hero, но примерно в то же время Harmonix Studios анонсировали новую часть Rock Band, и, вероятно, проект Sync Hero сочли неконкурентоспособным, а затем и вовсе отменили. В конце концов, 8 октября 2009 года закрыли и саму студию Shaba Games. 11 января 2010. Пока Binox вовсю трудится над измерениями, а Евроком пилит 4-го Паучка Рэйми на Nintendo Wii, Sony принимают решение отменить фильм «Человек-паук 4». Вместе с фильмом сворачивают и разработку игр по лицензии. Куда деть наработки Radical Entertainment, вопросов не возникает. На их основе начинают пилить сиквел-прототайп. Но а что делать с разработками Евроком? Спустя некоторое время после отмены фильма Sony сделали анонс о перезагрузке франшизы с Эндрю Гарфилдом в главной роли. И само собой, к фильму нужно пилить игру. Activision понимает, что Binox сейчас загружены Shattered Dimensions, да и на горизонте у них мелькают планы на добротный сиквел. Но кому тогда еще можно доверить игру по паучьей франшизе? Shaba Games закрыты, Radical заняты вторым прототайпом, да и репутация у них уже начинает пятнаться, а Treyarch пилит очередную часть Call of Duty. Все, их мы больше не трогаем. И ровно в тот момент в памяти боссов всплывает студия Евроком, которая осталась без дела после отмены 4-го Паучка. И Activision вновь устроили гонку между студиями за право разработки новой паучьей игры. Binox, очевидно, начали прототипировать свою новую механику WebRush, а Евроком продолжили делать ставки на стиль 2.5D. 6 мая 2010 года была скомпилирована 5-я версия прототипного билда Amazing Spider-Man. Казалось бы, ну а при чем тут Spider-Man Classic?
А дело все в том, что этот билд является сборником идей из обоих отмененных проектов. Здесь есть как противники и локации из Человека-паука 4, так и модели и меню из Spider-Man Classic. Но нас интересует то, что между Binox и Евроком существовала нехилая такая конкуренция, что мы можем понять из сопутствующего слитого документа. Большая его часть — это описание багов из билда, поэтому мы обратим внимание на вступление и заключение. В начале документа говорится о том, что Евроком показали билд Activision. Ответ от боссов еще не получен, но по внутренним ощущениям он, похоже, превосходит работу Binox. И при этом в документе отмечается, что Activision не уверены в актуальности стиля 2.5D, и что он больше подходит для младших платформ вроде PlayStation 2 или DS. Однако, несмотря на это, боссы позволили продолжить работу, веря в способность команды развивать этот проект. Заканчивается документ следующими словами: Это основные проблемы, и нам необходимо решить их все, прежде чем предоставить проект Activision. Binox представляет 3D прототип, нам придется серьезно доработать 2.5D прототип, чтобы превзойти их. Эх, мне бы так верить в плоды своей работы, как в это верили Евроком. Сентябрь 2010-го. Спустя долгие годы производственного ада, являясь забытой на несколько лет идеей и пройдя через несколько студий, скелет из шкафа Activision наконец оброс мясом и превратился из фантомной Spider-Man Classic в легендарную Shattered Dimensions, релиз которой успешно состоялся 7 сентября. И настолько успешно, что игра бесспорно поразила как фанатов Паучка, так и критиков. Конечно, без недочетов не обошлось, но доверие к студии у Activision явно выросло. И еще раз посмотрев на сырое 2.5D детище Евроком, боссы поняли, что игру по лицензии смогут осилить только гиганты из Binox. Поэтому планы студии на Shattered Dimensions 2 пришлось слегка скорректировать, чтобы найти местечко для разработки Amazing Spider-Man. Евроком, в свою очередь, посадили за разработку Disney Universe, и больше эта команда уже не соприкасалась с дружелюбным соседом. А в ноябре 2012 года студия и вовсе объявила о банкротстве, отправившись к своему конкуренту Shaba Games на странице истории Activision Blizzard. И на этой ноте я предлагаю переходить к выводам. Основной целью данного видео было провести небольшое расследование и рассказать всем заинтересованным зрителям о том, что на самом-то деле после Паутины Теней разрабатывалась не одна игра. Так сложилось в обществе, что Spider-Man Classic — это собирательный образ для 3 отмененных проектов: Spider-Man в Apple Shadows 2, Team Up with Wolverine и Spider-Man Versus. Про первый и последний проекты мне добавить нечего. Над сиквелом особо не успели поработать, а Versus, который и является воплощением Spider-Man Classic, в итоге переродился в Shattered Dimensions, сохранив основную идею. Но вот что касательно тимапа с Росомахой, пусть сюжет и визуальная составляющая оказались слабыми, но на взаимодействие между Паучком и Логаном я бы с удовольствием посмотрел. И помяните мое слово, мы еще увидим нереализованные идеи Treyarch и Shaba Games в грядущей игре про Логана от Insomniac. К слову, 2 играбельных персонажей с возможностью переключения геймплея мы уже попробовали где? Правильно, в Marvel Spider-Man 2 от Insomniac. Для рядовых геймеров тех времен переход франшизы от одной студии к другой казался чем-то обычным и мимолетным. Однако на деле это непростая история о судьбах 2 небольших студий, 3 отмененных проектов и целой паучьей франшизы в игровой индустрии. Конечно, эта история кажется неполноценной, ведь мы так и не узнали, какой производственный ад творился во время разработки Паутины Теней и к какому хаосу в стенах Binox привела гонка за право разработки Spider-Man Classic. Но, к сожалению, это уже темы для отдельных видео. Но если вам прям очень интересно узнать больше, то вот что я вам рекомендую. В этом видео я подробно обозревал билд от Евроком. Здесь мы с Гением Карпатом полностью исследовали билд Chronicles. А вот в этом ролике есть 6-минутный блог с подробностями разработки Shattered Dimensions и о том,
как появление в графике студии Amazing Spider-Man повлияло на планы Binox. Все концепт-арты и анимации я уже выложил в своем телеграм-канале. Не забудьте подписаться как на его, так и на YouTube канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо и всем пока! С вами был Спайди Санта.